Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, что важно и нужно успеть сделать до Рождества, для того, чтобы следующий год для вас был удачным, успешным, изобильным, чтобы было здоровье, счастье, благополучие. И вот на эти моменты обязательно обратите внимание, не игнорируйте. Многие люди считают, скоро вот Рождество, вот скоро праздник. Но вы должны понимать и то, что у наших предков не просто это был праздник, за который все собирались за столом, а именно Рождество это был сакральный праздник, который показывал очень многие моменты. Поэтому давайте сегодня в этом видео поговорим о тех знаниях, которые нам остались от наших предков. Потому что когда мы с вами знаем свою историю, свое прошлое, то мы можем двигаться и дальше и строить свое будущее. Итак, друзья, что же нам с вами делать? Как вы видите, осталось совсем немножечко до Рождества Христова. И мы, конечно же, начинаем праздновать Новый год, а потом уже Рождество. Но многие люди, если они держат рождественский пост, то, соответственно, Новый год они отмечают по-скромному. Но, вы знаете, здесь не важно, как вы отмечаете, а главное знать, понимать и чувствовать, что у вас в сердце, что у вас на душе. Поэтому очень важно, чтобы вы перед Рождеством остановились, вырвались из потока вот этой праздничной суеты, которая, к сожалению, поглощает наши силы, забирает у нас время, чтобы очень часто мы многие вещи забываем сделать до Рождества Христова. Итак, что же нам нужно сделать перед и успеть сделать до Рождества Христова? Немножечко осталось времени, друзья, и мы в начале первым блоком хотим проговорить касательно молитвы. Очень важно, чтобы перед Рождеством вы читали молитвы. У каждого это свои будут молитвы. Почему? Потому что каждый из нас по-своему смотрит на жизнь. Для кого-то молитва «Отче наш», она является очень важной, и он, соответственно, ее читает. Кто-то обращается с молитвой к Божьей Матери, к Иисусу Христу, к другим святым, и это нормально. Главное, чтобы вы все это время до Рождества, конечно, желательно и каждый день читать молитвы, но до Рождества это вот такое время энергетически сильное, когда вы можете даже с помощью молитв перепрограммировать свою жизнь, именно внести в нее изменения, потому что когда вы начинаете становиться на путь истины, на путь духовный, конечно, у каждого он свой, вы начинаете замечать вот те тонкости, в те моменты в жизни, вашей жизни, в жизни ваших членов семьи, что, например, вы неправильно что-то делали, вы не так двигались и так далее. Поэтому старайтесь читать молитвы. В интернете очень много различных молитв, поэтому ваша задача взять ту молитву, которая вам откликнется. Вы даже можете взять несколько молитв, вы не знаете, какую молитву, или вот знаете, бывает так, что у вас прямо какая-то сила толкает, что вы, например, пошли в церковь, в храм, пойдите, подойдите к священнику, обратитесь к нему, объясните, какая у вас ситуация, что вот вы хотите перед Рождеством, читать какие-то определенные молитвы, но вы не знаете. И вы знаете, батюшка вам всегда подскажет, вам всегда поможет. Поэтому не игнорируйте эти подсказки. Конечно, может быть так, что у вас не будет этого желания. Тоже хорошо. Возможно, вы придумаете сами себе молитву, которая будет откликаться в вашем сердце, и она поможет вам сонастроиться с энергиями Вселенной. Также старайтесь в это время быть как можно больше в тишине, быть наедине с самим собой, со своими мыслями. Потому что в эти моменты, вы знаете, приходят какие-то озарения, какие-то важные моменты. Также обращаем ваше внимание, очень здорово, если вы закажете сорокауз за здравие. Также закажете сорокауз за здравие своих врагов, своих недоброжелателей. Помните о том, что наши враги, наши недоброжелатели, это не наши враги в таком смысле слова, а это наши учителя. Потому что если бы их не было, мы бы не развивались, мы бы расслабились и думали о том, что ой, как прекрасно идет жизнь. Но это не так, потому что наши враги, наши учителя, они осознанно или неосознанно меняют нас. Они нам показывают, что нам нужно изменить, что нам нужно сделать, чтобы наша жизнь действительно была совсем другой. Также постарайтесь
побывать на службе рождественского сочельника. Это, друзья, 6 января. Конечно же, у каждого это будет по-своему, но все же постарайтесь прийти на службу. В каждом регионе это время службы у каждого свое. Также обязательно будьте в приподнятом настроении. Если вы расстроены, если у вас что-то не получается, не стоит идти в церковь, в храм вот таким вот, знаете, злым, недовольным, находиться в депрессии. Не стоит этого, потому что жизнь течет, жизнь меняется, и если вы будете находиться вот именно в таком расположении духа, то, знаете, кроме как к себе, ничего хорошего вы не привнесете в своей жизни. Обращаем на это ваше особое внимание. Также постарайтесь уделить время и благотворительности, потому что вы должны понимать и то, что рождественские дни, вот время перед Рождеством, это особое время, и здесь очень важно делиться с этой вот радостью с другими людьми. Поэтому вы как вариант можете поучаствовать в благотворительных ярмарках, базарах, можно собрать, передать или отвезти самому подарки для детей-сирот, пожилых и одиноких людей в больницах, в бездомных, детей-инвалидов, а также многодетных и неполных семей. У каждого это будут, девочки и мальчики, свое. Может быть такая ситуация, что вы живете в многоквартирном доме или вы живете рядом с людьми, которые нуждаются в вашей помощи. Помните о том, что помощь, она не всегда должна быть именно выражаться в деньгах, в чем-то материальном. Это может быть какое-то доброе слово, это может быть просто поздравление, это может быть даже просто открытка, сделанная вашими руками. И вы знаете, людям очень часто не хватает именно внимания, не хватает именно вот этой любви. А она сейчас очень важна, особенно в это такое вот сложное и тяжелое время. Кроме того, когда вы уделяете внимание благотворительности, вы Вселенной показываете, что вы щедрый человек, что вы готовы делиться теми благами, которые имеете в вашей жизни. И вы знаете, это все обязательно приумножится в вашей жизни. Главное, чтобы вы не закрывались от внешнего мира, даже если вас кто-то очень сильно обидел, даже если вам кто-то что-то сделал, что вот для вас это очень болезненно. Помните о том, что благотворительность это очень важно. Возможно, вы кому-то просто отправите какую-то посылочку с какими-то вкусняшками. Возможно, этого человека вы очень мало знаете, но зная о том, что вы ему подарите вот такой подарочек в виде вкусняшек, в виде каких-то игрушек новогодних, как вариант, или еще каких-то поздравлений, вы тем самым поможете изменить свою жизнь. Также, девочки и мальчики, обязательно нужно уделить внимание время подготовки к празднику. Не забудьте, конечно же, убрать свой дом и обновить хозяйственные орудия труда. Это касается именно там, где есть сельское хозяйство, да, где есть дома, если вы живете в доме, и вы тем же лопаты, грабли, то есть пересмотрите. Когда мы понимаем, что сейчас зима, сейчас снега, вьюга, но все же. Далее, постарайтесь перед Рождеством запасаться всем тем необходимым, что вам нужно. Это могут быть дрова, это могут быть мука, мед, крупы и так далее. У каждого это будет свое. Мы не имеем в виду, что здесь нужно запасаться на само Рождество, а вообще на ближайшие 2-3 месяца. Также наши предки перед Рождеством украшали иконы новыми или чистыми полотенцами. Также вы сами можете сделать. Также постарайтесь украсить свой дом, доделать какие-то неотложные, давно забытые дела, чтобы встретить вот Рождество, рождественский сочельник в приподнятом настроении. Очень здорово, если вы 6 января украсите комнату, где вы будете праздновать Рождество. Также не забудьте постелить красивую скатерть, накрыть стол, поставить свечи, повесьте гирлянды, поставьте в вазу веточки, ели или сосны, если у вас нет, например, живой елки. Также, друзья, очень важно, чтобы вы продумали рождественское меню. Помните о том, что должно быть 12 блюд, как 12 апостолов. Не забываем про кутю. Блюдо это может быть то, что вы посчитаете важным, то, что вы посчитаете нужным. Опять же, слушайте свое сердце. Если испокон веков в вашей семье вот это именно были вот такие вот блюда, то постарайтесь их приготовить. Это очень важно. Также
До Рождества постарайтесь попросить прощения и примириться с теми, кого вы обидели вчера, недавно или достаточно давно. Вы должны понимать, что обида – это такая вот негативная энергия, которая тянет все к себе. И ваша задача избавляться от этого. Даже если вам сложно, даже если вам тяжело просить прощения, то в таком случае возьмите, напишите письмо прощения к своему врагу или к своему недоброжелателю. Пропишите то, с чем, возможно, вы где-то не согласны. Попросите именно словами прощения. В этот момент вы можете плакать, вы можете даже очень сильно реветь. И вы знаете, это очень хороший знак. Почему? Потому что вы таким образом очищаетесь. И это очень важно осознавать и понимать. Именно очищение, оно приводит, знаете, к каким-то озарениям, каким-то мыслям. Кроме того, когда вы проводите такую практику, ваш враг, ваш недоброжелатель, он на интуитивном уровне, он даже не понимает почему, но он забывает о том, что вы его враг, и о том, что он должен вам что-то сделать не очень хорошее, потому что на энергетическом уровне в его жизни уже блокируются те или иные моменты, и это приводит к соответствующим, к другим ситуациям. Также желательно, после того, как вы пропишете это письмо, обязательно его нужно сжечь. Сжигаем, можете в печи сжечь, можете просто взять тарелку, поджечь, пусть сгорит, и потом развеять по ветру. Также очень здорово, когда вы будете просить прощения у своих врагов, у своих недоброжелателей, которых вы знаете, что вам сложно смотреть в глаза по разным причинам. В таком случае возьмите икону рядом, поставьте с собой, зажгите церковную свечу. Она обязательно вам поможет, и даже где-то на интуитивном уровне вы поймете для себя, как вам нужно и что нужно делать. Также, девочки и мальчики, обязательно сходите в храм, обязательно поставьте свечку за здравие себя, своих врагов, недоброжелателей. Не забывайте о тех людей, которых вы любите, которых вы цените и знаете о том, что они вам важны. Также, как вариант, вы можете прийти в храм и помочь украсить его к празднику. Но опять же, это вам нужно подойти к священнику и обговорить эти моменты. Также обязательно при подготовке к Рождеству обязательно старайтесь, чтобы и дети также принимали в этом самое активное участие, потому что все-таки Рождество – это и детский праздник, когда мы дарим подарки, когда устраиваются спектакли, концерты, и вы знаете, это наделяется особым таким вот настроением, и это очень важно. Также, что еще нужно сделать? Вы можете в кругу своей семьи сделать Вифлеемскую звезду, и эту звезду вы можете повесить на ту же елку или где-то в доме, и она будет вас защищать и будет оберегать. Вы можете сделать ее из бумаги, это очень важно. Далее сделайте игрушки, например, игрушки на елке из соленого теста, из ваты, из бумаги, дерева, ткани. Это все, знаете, это все будет наполняться вот этой энергией. Также обращаем ваше внимание, вы можете спечь и пряничный домик. В интернете очень много различных видов, рецептов и так далее. Ну и, конечно же, девочки и мальчики, не забываем разучивать колядки, стихи, песни. Это наша, знаете, с вами традиция, которая очень-очень важна. Также очень важно, чтобы вы вот до рождественского сочельника, это здесь уже на ваше усмотрение, обязательно взяли щепотку, даже не щепотка, а жменю пшеницы и побросали по всему дому. И когда будете бросать, обязательно говорите следующие слова: в этом доме изобилию, достатку и благополучию, все очень рады. Истинно да будет так. И уже после Рождества, лучше после крещения, это все нужно собрать и обязательно покормить птичек. Также не забываем готовить кутю, не забываем готовить блюда. Также на что еще стоит обратить внимание? Не забудьте в рождественский сочельник поставить лишнюю тарелку для духов умерших, потому что наши предки считали, что они приходят именно на Рождество. Ну а для защиты от темных сил на каждый угол стола вы можете положить по зубчику чеснока.
И, конечно, не забывайте читать молитвы, это очень важно. Вот такие, друзья, очень важные моменты мы хотели вам дать, чтобы вы понимали и знали, как же вам правильно нужно подготовиться к Рождеству. Обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. В комментариях обязательно прямо сейчас напишите, друзья, слово «финансы», и пусть Вселенная приумножит деньги в вашей жизни. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.